Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики! В этом видео будет мой полет в Ригу рейсом популярного европейского лоукост-перевозчика Ryanair. Так как на канале уже есть два обзора Ryanair, покажу полет вкратце. Летел, конечно же, из Пафоса. Вдалеке стоял грузовой Boeing 747 авиакомпании Atlas Air. Не знал, что аэропорт Пафоса может принять этот тип воздушного судна. На полосу садится мой самолет Boeing 737-800 авиакомпании Buzz. Buzz – дочерняя компания от Ryanair. На некоторых рейсах Ryanair летает он. Buzz зарегистрирован в Польше, однако экипаж, как всегда, со всей Европы. Кстати, не знаю, почему нельзя было сделать только Ryanair, а не еще Buzz. Обратил внимание, что не было никакого сотрудника, который показывал пилоту, что зарулить нужно было именно на эту стоянку. Странно, правда? На заднем фоне летал истребитель. Вспомнил, Пафос же еще кипрская военная база. Мой самолет в ливрее Ryanair, так как, во-первых, он раньше был в материнской компании, а во-вторых, и так Buzz летает только на рейсах Ryanair, а не на своих. Ну и заходим на борт. У него польская регистрация СП-РСК. Салон стандартный, ничего особенного. А вид у меня на крыло. Рядом с нами стоял другой борт Buzz, а на заднем плане рулил Airbus A321 Neo Wizz Air. Взлетали мы со взлетно-посадочной полосы 25-я в сторону города. Вылетели на 4 минуты раньше расписания в 10:01. Во время платного обслуживания я взял себе сэндвич с ветчиной и сыром. Он был очень вкусным. Спустя где-то час полета разглядел под нами восточную часть города Стамбул, а также стамбульский аэропорт Сабихи Гөкчен. После этого долго была облачность. Когда облачность закончилась, разглядела куча маленьких полей. Судя по всему, мы пролетаем над Польшей. Начали снижение. Команда объявила, что через 35 минут произведем посадку в аэропорту Риги. В Риге были очень низкие облака. Не хотел тратить время в видео, поэтому много посадки не покажу. Во время посадки аэропорт открылся с левой стороны, то есть где я сижу. Сели мы на 25 минут раньше расписания. Теперь у меня 3 дня в Латвии. Аэропорт Риги еще с советских времен, однако внутри его модернизировали. Арендовали на прокат машину Kia. Она новая, выглядит вот так. Стильно выглядит, не так ли? В Риге мы арендовали апартаменты. Они находятся в обычной жилой многоэтажке с признаками старости. Лифта в ней нет, а апартаменты, как назло, на самом последнем этаже. Однако внутри апартаментов картина совершенно меняется. Дизайн апартаментов современный и эстетичный. Про апартаменты мне не понравилось только одно, что на 5 человек была только одна ванная комната. На следующий день мы пошли гулять по городу. Каких-то планов у меня в Риге не было, расскажу, что есть. В бывалые времена СССР Рига была таким местом, где всегда было много людей. Тогда Рига была городом роскоши и отличалась среди других городов по количеству туристов. Картина сейчас немного другая. Дух роскоши в Риге все равно остался, но при этом как будто бы туда насыпали немного специй. Сейчас Рига очень красивый, душевный, но при этом мало посещаемый город. Однако количество туристов значительно увеличилось за последний год, что хорошо, ведь Рига правда стоит посещения. Мы пришли к Домскому собору. Плохо видно на камере, но выглядит, как будто собор в какой-то яме. На самом деле, не совсем. Собор был построен давно, а культурный слой вокруг него накопился, и нельзя было видеть собор полностью. Поэтому, чтобы можно было опять видеть весь собор, вокруг него культурный слой убрали. То есть технически все равно сделали яму. Собор массивный и очень красивый. Построен аж в 1270 году. Старинные европейские здания Риги не давали мне покоя.
Сложно передать словами, как мне нравится этот стиль архитектуры. Уже в другой день в Риге мы зашли в кафе «Кофис». «Кофис» уникален тем, что можно заказать кофе в их приложении, пока еще идешь в кафе, а дадут вам ваш готовый кофе, когда вы придете. Выбор еды, напитков и, конечно же, кофе очень большой, а интерьер уютный. Взял себе только черный чай, сильно есть не хотел. И еще немного про еду. Если вы поедете в Латвию, вам обязательно нужно сходить в Лидо. Лидо – сеть ресторанов в Латвии по типу просто столовой. И хотя может показаться, да это же всего лишь столовая, что туда ходить-то? На самом деле, Лидо – одна из самых лучших сетей ресторанов в Латвии. Я скажу вам, еда там правда очень вкусная. Лидо точно требует посещения. Интерьер очень душевный, но согласитесь. Вот что я себе взял. Овощи, жареную картошку и куриные котлеты. Вы можете подумать, что это слишком просто, но поверьте мне, это вам очень нужно после посещения стандартных ресторанов. На следующий день мы поехали в город Юрмалу, соседний город к Риге. Вайб Юрмалы другой, не столичный, но мы и не в столице. Вайб города, если сравнивать с Ригой, простой. Но простой не значит, что менее уютный. Все равно есть какое-то другое чувство уюта. Знаете, мне кажется, что эта вся старинная архитектура сохранится до каких-нибудь далеких дней будущего, и можно будет посмотреть, какой жизнь была раньше. Юрмала также находится рядом с Балтийским морем. Пойду к нему. Море сильно отличается от Средиземного. А еще рядом такой белый песок. Конечно же, после Кипра. На Кипре ведь он темный от вулканической лавы. В Юрмале мы пообедали в ресторане «Рандеву». Мне там еда понравилась, очень его вам порекомендую. На входе в ресторан стоит вот такой вот прикольный фонтан. Фонтан очень хорошо дополняет картину. Часть фонтана – это буквально я, лев. Прикольно, правда? Вот так выглядит ресторан, пока я подхожу к нему. Да, ресторан – это вот этот замок. Ну и на последний день мы поехали к Рундальскому замку. В этих розовых зданиях можно купить билеты. Зачем покупать билеты, я сейчас расскажу. Вот такие вот тут цены. Вы, наверное, уже поняли, почему нужно покупать билеты по экрану. Рундальский дворец сейчас музей. Спроектирован выдающимся архитектором Франческо Бартоломео Растрелли. Построен по заказу фаворита императрицы Анны Иоанновны Эрнста Иоганна Бирона. Мне дворец напомнил Зимний дворец в Санкт-Петербурге. Наверное, потому что тот же стиль барокко. Если вы поедете в Латвию и у вас будет время, загляните. Мне кажется, вам понравится. Особенно если вы любители музеев. Вообще, залы в дворце тоже мне чем-то напомнили Зимний дворец. В Риге мы также катались на колесе обозрения. Не планировал колесо обозрения показывать, потому что в каждом городе такое есть, но в последний момент решил все-таки заснять. С колеса обозрения открывается красивый вид на центр Риги и на реку Даугава. Видео получилось очень короткое, мне очень жаль, но на этом все. Спасибо большое, что вы посмотрели это видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Следующее будет уже очень длинное, потому что будет моя поездка в Китай.